Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы узнаем самые топовые комбинации клавиш для Visual Studio Code. Начнем, наверное, с самой важной команды, а именно поставить, снять комментарий. Если я, например, поставлю свой курсор мышки вот сюда, на эту кнопочку, и нажму Ctrl/, я закомментирую эту строку полностью. Ctrl/, это имеется в виду Ctrl, вы знаете эту клавишу, и вот такой вот слэш. Если я нажму эту комбинацию клавиш еще раз, наша строчка раскомментируется. Получается, чтобы закомментировать мне какую-либо строку, достаточно нажать Ctrl/ на винде или Command/ на маке. То есть нажимаю Ctrl/, закомментировал, Ctrl/, снял комментарий. Эта комбинация работает где угодно, в любом языке. Например, перехожу в JavaScript, закомментировал, снял комментарий. Повторяю еще раз. Command/ на маках, Ctrl/ на винде. Следующая наша команда, она может делать вот такую штуку. Я вот поставил курсор мышки на строчку 1, зажимаю кое-какую комбинацию клавиш и дублирую. Дублирую нашу строку вниз. Или, например, я сделаю сейчас небольшую коррекцию, чтобы мы строчки отличали. Тут будет как-то вот так вот. И дублирую вверх. Что это такое? Это специальная комбинация клавиш, которая позволяет мне эту строчку скопировать вниз или вверх. Комбинация клавиш пишется так. Если это винда, то это у нас Shift, Alt. Я зажимаю, видите, зажал их. А дальше нажимаю стрелочку вверх или вниз. То есть вот эту стрелочку или вниз вот эту. Если вверх это скопировать вверх, если вниз это скопировать вниз. Если же у вас Mac, то данная комбинация работает таким образом. Я зажимаю Option, Shift и точно так же стрелочка вверх или вниз. То есть Option, Shift, стрелочка вверх – это скопировать вверх. Option, Shift, стрелочка вниз – скопировать вниз. Следующая наша команда может делать такую вещь. Я поставил сейчас свой курсор. Давайте лучше в HTML покажу, там будет более наглядно. И сначала прокопирую пару раз кнопку. А теперь, допустим, приходит у нас задача, нам нужно что сделать? Добавить второй класс, допустим, вот этим кнопкам. Что я сделаю? Я поставлю свой курсор мышки вот сюда. Дальше зажимаю Ctrl, Alt и нажимаю на стрелочку вниз. Еще раз нажму и еще раз нажму. То есть Ctrl, Alt, стрелочка вниз, вот сюда. После этого, как вы могли заметить, мой ползунок сейчас мигает во всех 4 строчках. И когда я буду писать, я пишу одновременно везде. Вот так. Значит, повторю вам, как это работает. Давайте вот сюда, в центральную нажал. Ctrl, Alt, стрелочка вверх. Это я свой ползунок копирую вверх. Или также стрелочка вниз. Это я копирую вниз ползунок. Если же у вас Mac, то это Option, Command, стрелочка вверх или вниз, в зависимости от того, куда вы хотите добавить свой ползунок курсора. Повторю еще раз, тоже на всякий случай. Ctrl-Alt, стрелочка вниз, вверх, это винда. А если Mac, это Option, Command, стрелочка вверх или вниз. Следующая наша команда – это клавиша End. Внимательно смотрим на то, где находятся сейчас у нас наши ползунки, 4 штуки. Я нажимаю на клавишу End, и я в самом конце строки. Могу, например, в самый конец добавить еще параграф какой-то.
Если мы хотим, чтобы наш курсор мышки сразу же переместился в конец, нажимаем на клавиатуре такую кнопочку, как End. Это у меня она вот так вот выглядит. На винде, на маке это такая же клавиша End. Тут отличий нет. Также на всякий случай скажу, что не на всех моделях Mac есть клавиша End. Ну, там все очень сильно от модели зависит. И если у вас этой клавиши нет, то, скорее всего, вам нужно нажимать FN, стрелочка вправо. Хорошо. Следующая наша комбинация клавиш, очень-очень, я думаю, вам уже понятная и знакомая. Это скопировать, вставить. Например, я выделил эту строчку, нажал Ctrl-S, это вот сюда. И дальше следующая команда вставить, это Ctrl-V, вот это. Вставил. Окей. Если же у вас Mac, это Command-C или Command-V. То есть Command-C это скопировать, Command-V это вставить. Также есть еще одна очень полезная команда, это Ctrl-Z. Вернуть обратно. То есть Ctrl и вот эта клавиша. На Mac'ах Command-Z. И еще одна чудо-команда, это Command и вот эта клавиша. Command-Y. То есть мы нажимаем на Command-Y, или если это винда, Ctrl-Y, и мы что делаем? Мы возвращаем наше прошлое действие. Например, я сейчас покопирую разные строчки, вот так вот. И что я делаю? Нажимаю Ctrl-Z, возвращаюсь обратно. Еще раз обратно и еще раз обратно. Вернулся аж на 3 действия назад. Теперь Ctrl-Y, действие вперед. То есть я возвращаю то, что я только что затер. Очень полезно перемещаться между этими командами, особенно когда вы что-то случайно затерли или удалили, то есть очень-очень удобно. Следующая невероятно важная и полезная команда – это Windows V. Сразу скажу, что эта команда есть только на винде. На маках его нету. Если вы хотите такую же штуку на маке, вам придется скачивать какой-то плагин. Ну, расширение. Значит, я зажимаю Windows и вот этот V. Клик. У меня что-то открылось. Я поднимаю это выше. И что здесь у меня указано? Это история всего того, что я копировал. Ну, например, я сейчас скопирую вот этот input и вот эту кнопку. Теперь перехожу сюда, нажимаю Windows V. И видите, вот input, который я ранее копировал. И еще вставлю кнопку, тоже которую ранее копировал. То есть с помощью этой комбинации Windows V вы сможете открывать историю всего того, что вы вообще копировали. Также хочу сказать, что по дефолту эта команда выключена, поэтому вы нажимаете эту комбинацию клавиш, и у вас тут будет одна большая-большая кнопочка, типа «Желаете ли вы включить?». Вы на нее нажали, и все, вы таки включили. Это будет очень просто. На всякий случай еще раз напомню, что эта комбинация только на винде. На маках вам нужно скачивать дополнительное расширение, чтобы была такая возможность. Также хочу сказать вам про одну очень неудобную клавишу. Она есть только на винде и иногда приносит огромные неудобства. Например, сейчас, когда я кликнул вот сюда, начал что-то писать, видите, текст пишется как всегда, то есть удобно, он добавляется, отлично. Теперь я добавляю и нажимаю кнопочку Insert. Это вот это. Сейчас я ее нажму. И когда я ее нажал, мой ползунок поменялся. Теперь видите, он вообще по-другому выглядит. Когда я сейчас буду вписывать, я уже не добавляю текст, а заменяю. Видите, я просто хочу, допустим, не знаю, добавить это слово hello, а не получается, оно заменяет. Ну или вот тут вот пытаюсь написать там task 4, там не знаю, div равно 6. Видите, оно просто заменяет фразы.
Это такой специальный режим, который называется замена. И используют вообще крайне редко, даже очень-очень нечасто. И в основном, если у вас он включился, и вы хотите его выключить, вам нужно нажать эту клавишу Insert повторно. И после нажатия клавиши, видите, я вернулся в наш нормальный режим, где могу опять писать, и текст добавляется, а не заменяется. То есть будьте очень внимательны. Это клавиша Insert. Если случайно у вас такое произошло, что вы пишете и видите, что текст заменяется, то вы перешли в этот режим. Если вам нужно его вернуть обратно в обычный, к тому, к которому вы привыкли, нажимаете эту клавишу Insert повторно и все. Под конец хотелось бы сказать еще про одну команду, но она уже не для Visual Studio Code, а просто для браузера. Ну, на всякий случай, вдруг не знали. Например, я случайно закрыл эту вкладку, и как мне ее открыть? Ctrl, Shift, T. Нажимаю. И у меня открылась та вкладка, которую я только что закрыл. То есть с помощью команды Ctrl, Shift, T я могу открыть вкладку, которую недавно закрыл. На маках это Command, Shift, T. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.